просто попробуйте понаблюдать за этими моментами. Я вот как бы рекомендую, потому что как бы для меня вот глаза и аллергия это как бы показатель. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы находимся в офисе компании Синтестех. У нас в гостях Максим. Максим, ты приехал к нам из города Санкт-Петербурга. Спасибо большое, что согласился приехать к нам в офис дать интервью. Пожалуйста, расскажи про свой опыт приема синтезита. Так, я принимал 3 месяца подряд с перерывами в 10 дней, наверное, вот так вот, в 7-10 дней между капсулами, между упаковками. И по одной капсуле в день я принимал. Я веду сидячий образ жизни, работаю программистом в Санкт-Петербурге, очень много времени провожу за компьютером. И у меня сначала я принимал таблетки после обеда, и у меня была небольшая проблема со сном, то есть я не мог уснуть. Я хотел бегать, то есть там, ночью, там, в час ночи я сижу, понимаю, что у меня есть много энергии, мне хочется бежать куда-то. Вот. Потом я как бы позвонил в Синтестек, мне сказали принимать утром и как бы тратить энергию, просто тратить энергию нужно было. И я в действительности как бы начал принимать рано утром на пустой желудок, и у меня, то есть я стал засыпать, я понял, что надо немножко чуть увеличил активную деятельность, там как бы может быть там прогулочки в обед небольшие по 5 минут, но обычно ты как бы сел за компьютером и сидишь, а тут как бы вот чуть-чуть вот как бы потратить нужно было энергию, как оказалось, потратить нужно было энергию. Но получается, если зрители не поняли, Максим работает программистом и большинство времени проводит за компьютером. Да. Хорошо. А со стороны, допустим, твоей физиологии или здоровья есть какие-то интересные наблюдения? Да, конечно, есть и наблюдения. Вот первый раз заметила моя жена, вот на третий-четвертый день мне жена сказала, что у меня белые глаза, вот, а обычно они у меня либо желтые, либо красные, потому что красные я сижу за компьютером, они очень устают, желтые, потому что у меня есть проблема с дискинезией желчновыводящих путей. Вот. И как бы для меня немножко желтые глаза это норма, красные это тоже как бы норма. А тут я как бы проснулся, что с женой общался, она такая, у тебя белые глаза, белые-белые. Я такой, серия не может быть, пошел посмотрел в зеркало и в действительности белые. Вот. После как бы я начал наблюдать как бы за этим, как бы мне было интересно, почему стали белыми там и так далее. И я как бы понял, что после работы у меня перестали уставать глаза, то есть как бы я работаю за компьютером, как бы глаза красные, уставшие, а тут как бы глаза и не уставшие. Вот. И второй момент, что опять же, я это не сразу, наверное, заметил, у меня как бы не то, что улучшилось зрение, а я стал видеть четче. То есть, когда у тебя глаза устают, ты видишь все так расплывчато. А когда не устают, вот я начал принимать синтезит, и я стал видеть четче. То есть четче, ярче, красочнее. Это меня как бы немножко тоже удивило. Угу. Вот. Отлично. А скажите, пожалуйста, вот то, что белки приобрели свой нормальный цвет, да, это говорит о том, что возможно, решились какие-то вопросы с дискинезией желчевыводящих путей или там с близлежащими органами. Были ли ранее какие-то симптомы плохого пищеварения и что с ними стало после того, как стали принимать синтезит? Конечно же, были проблемы с пищеварением, но я не могу сказать, что они как бы у меня как бы совсем исчезли еще, потому что я за этим не особо наблюдал. Проблема как бы в том, что ты привыкаешь к нюансам своего организма, ты как бы привыкаешь, то есть ты съешь жирное, у тебя будет болеть что-то. Поэтому я не ем жирное. И даже во время приема, не то, что совсем не ел, конечно, там чуть-чуть, как бы там что-то попадает, но во время приема синтезита я также не менял свой как бы рацион и стиль питания. Поэтому мне сложно сказать по поводу, как это изменилось. Специально не рисковали, как говорится, да? Да. Не пробовали. Я просто как бы
просто принимал и не менял свой особо как бы образ жизни. То есть как бы мне уже как бы привык к каким-то вещам, поэтому вот, получилось вот. Не обращал на это внимания. Ну а как изжога, допустим, раньше была какая-то? Ну, когда особо нет. То есть Ну как особо? Значит, чуть-чуть была какая-то? или Ну, как? чуть-чуть была, но опять же, ты привыкаешь же. То есть, как бы, ты Ну сейчас знаешь, ее нету или она есть? Вот Сейчас чуть-чуть? у меня нету, да, сейчас нет. Давно нету? Я задумался. Ну вот, об этом и речь, собственно, идет. Так, еще, насколько я знаю, у вас были симптомы аллергии, и сейчас их нету. Расскажите, пожалуйста, про это. Да, у меня была аллергия, но опять же не на что-то, то есть как бы у меня появились пятна, вот, начали чесаться веки, и я пошел, конечно же, к дерматологу, и дерматолог как бы посмотрел, он думал, он сначала типа думал, что это, возможно, псориаз, он спрашивал, там, есть ли у меня родственники с псориазом там, и так далее, но у меня нету, вот, и как бы он сделал, ну, мы вместе с ним так пришли к выводу, что все-таки это стрессовая аллергия была. Ну, да, на тот момент не было, как бы просто из-за стресса аллергия. И после приема, ну то есть во время приема синтезита у меня исчезли пятна, у меня на ногах были пятна, как бы они исчезли, и веки перестали чесаться. Хорошо, очень интересное наблюдение. Спасибо большое, что зашли к нам в гости. Может быть, есть что-то, что хотите сказать нашим зрителям, кто будет смотреть потом наше видео? Ну да, конечно. Ну, я как бы хочу посоветовать людям, чтобы они просто попробовали синтезит, как бы, и понаблюдали за собой. Потому что, как я понял, у каждого свои какие-то особенности, как бы организма и так далее, у каждого проявляется это по-разному. У меня проявилось вот так вот. Если бы у меня были бы какие-то другие, возможно, заболевания, оно бы проявилось бы по-другому. И опять же, как бы, ну, какие-то вещи, как бы, мы не замечаем. То есть, как бы мы с какими-то вещами уже смирились, что у нас там болит, так болит, испытываем какой-то дискомфорт, и как бы мы уже к этому привыкаем и забываем про это, ну, в каком-то таком смысле, ну, забываем. И просто попробуйте понаблюдать за этими моментами, я вот как бы рекомендую, потому что для меня вот глаза и аллергия это как бы показатель. Я думаю, для многих. Все, спасибо большое, что пришли. Благодарим. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.